Ай-яй-яй, красота, красота начинается. Всем привет, друзья! Наконец-то мы вышли на финишную прямую, и сегодня нам нужно будет обклеить тумбу вот этим шикарным шпоном. Это шпон американского ореха. Я его очень люблю. Ну и перед тем, как приступать к приклеиванию шпона, необходимо очень точно его нарезать, подогнать друг к другу и собрать из него единую так называемую рубашку. То есть отдельные листы шпона собираются в плоскость, и потом весь этот цельный лист клеится уже на деталь. Чем же резать? Сразу возникает вопрос. Лучше, чем вот этот самодельный нож, с этой функцией не справляется ничто. Покажу вам поближе. Вы видите, здесь просто два куска фанеры, и между ними зажаты два лезвия. Такими лезвиями брились в Советском Союзе, они очень тонкие и острые. У меня есть видео на канале, как я его делал, я ссылку оставлю в описании. Если шпон не обрезать, то на стыке обязательно получится щель. Это 100% и уже не раз проверено, так что прирезать шпон друг к другу нужно обязательно. И получаем очень точный, очень ровный стык. Это и называется готовой рубашкой. Она уже полностью готова к приклеиванию. И по такому же принципу собираем другие полотна для других более мелких или более крупных деталей. Итак, практически все рубашки готовы, и можно уже приступать к приклеиванию. Остальные буду подгонять по ходу пьесы. Клеить буду на контактный клей 3M Fast Bond. Прошло минут 30, клей подсох, можно приступать. Чтобы у меня была возможность точно выставить лист посередине и клей не схватился раньше времени, я делаю просто подложки из того же шпона. Теперь нужно вернуть все отверстия, которые я заклеил шпоном. Все координаты у меня записаны. Делать это буду аккуратно бормашинкой. Чтобы при шлифовании не повредить смежную часть, я подкладываю очень тонкий шпателек. Отлично! Подогнал, постарался также здесь совместить рисунок. Ну и теперь осталось все это приклеить намертво. Я бороду взял. А ты? Так, пошел я доски искать, да?
Есть, друзья, наконец-то мы добрались до этого момента. Это мой самый любимый момент в изготовлении мебели. Сейчас детали тумбы будут преображаться прямо на ваших глазах. В общем, от слов к делу, красим тумбу маслом. Кому интересно, я буду использовать итальянское масло Борма. Давно уже им пользуюсь. В принципе, очень доволен им. С маслом очень просто работать, справится буквально каждый. Вам необходимо будет для нанесения кисточка, но я это делаю просто губкой. Вот так выглядит масло. Честно говоря, когда я первый раз попробовал, я просто влюбился в масла по дереву. Не нужно бояться, что попадет какая-то соринка. Ее можно спокойно вот так вот достать. И дальше это место, опять же, пройтись губкой. Масло немного растечется. Никаких разводов не остается. Масло нужно наносить в несколько слоев. То есть после просушки, после того, как пройдет 24 часа, масло необходимо будет еще раз зачистить. Ай, какая красота! Еще раз зачистить и опять покрасить, нанести еще один слой. То есть, представляете, друзья, вы сами дома можете делать красивую мебель. Масло абсолютно безвредное. Не нужно компрессора, краскопульта. Все, что вам нужно, широкая кисточка, либо губка. Все. И будет вам счастье и красота. Вот покажу вам, наношу кисточкой. У меня широкой нету. Ну, в принципе, можно легко справиться даже маленькой. Просто это будет гораздо дольше. Просто магия какая-то. Вы только посмотрите, как дерево начинает преображаться. Как начинает играть. В общем, вы понимаете, почему я так люблю этот момент. Также, чтобы добиться равномерного нанесения, можно использовать вот такой валик с мелким ворсом. В инструкции указано, что по истечении 15 минут, как только масло начинает полимеризоваться, лишнее масло нужно вытереть тряпкой. Но делать это не обязательно, если вы равномерно нанесли масло. Так даже будет лучше, если останется лишний защитный слой. Оно и так затвердеет, полимеризуется, все будет отлично. Но это еще не все манипуляции. После того, как масло полностью полимеризуется, это примерно через сутки, необходимо будет опять зачистить и снова покрасить маслом. Также мы еще не изготовили два выдвижных ящика. Я вам обещал показать, как это делается и как они рассчитываются под выдвижную систему Хэти. Прошло 2 дня, как вы видите, масло полностью высохло, полимеризовалось. Ушел глянец, который многим, кстати, не нравился. Я тоже глянец не очень люблю. Ну и теперь шпон имеет такой немножко матовый вид. А вот так поверхность выглядела сразу после нанесения масла. Масло после первого слоя немного поднимает ворс, так что сейчас необходимо все это зачистить 320 наждачкой и еще раз покрасить все маслом. Обеспыливаем поверхность и наносим масло любым удобным для вас способом. Я опять же это делаю валиком. Есть, готово. В этот раз поступим немножко по-другому. Ждем 10-15 минут. Как только масло начнет полимеризоваться, то есть немножко густеть, мы все излишки возьмем и хорошенько сотрем все это тряпкой. И одновременно будет такой эффект полировки. Отлично! Есть, друзья, готово. Теперь поверхность выглядит совершенно по-другому. Многим не нравился эффект такой мокрый, как будто советская мебель, кто-то писал даже после первого слоя. Но сейчас поверхность такая
матово-шелковистая, я бы ее так назвал. И немножко, видите, есть эффект полировки. Слабое такое отражение. Да, сейчас выйду. Все детали ящиков готовы к нанесению масла. Вы часто спрашиваете, каким я пользуюсь. Вот в данном случае такое. Борма для мебели. Давно им пользуюсь, никаких нареканий у меня нету. Видите, специально заклеил скотчем места, которые в будущем будут склеиваться на ПВА. Еще хочу с вами поделиться. Один из подписчиков, к сожалению, имя его я не запомнил, посоветовал мне наносить масло аппликатором. Сказал, еще лучше будет. Ну и правда, друзья, я просто в восторге, так что всем рекомендую найти такие аппликаторы. Я купил просто в Ростове на строительном рынке, так что ссылочки не будет. Итак, ребята, маленькое пояснение для вас. Надеюсь, вы поняли, что для нанесения масла вам не потребуется никаких краскопультов, и вы спокойно сможете сделать это, повторить дома сами. Ну а те, кто боится вида советской глянцевой мебели, не спешите строчить в комментариях. Все это масло впитается. Не нужно протирать первый слой тряпкой. Утром придете, и поверхность вся будет матовая. Даже этого масла маловато. Я бы еще немножко нанес. Господа, ну смотрите, прошла ночь, часов 12, и абсолютно все масло впиталось. Видите, какое матовое теперь. Так что ни в коем случае не надо бояться первый слой наносить такой жирный. Не жалейте масла на первый слой. Теперь уже можно зачистить 320 номером поверхность, нанести, покрасить тонким слоем масла и по истечении 10 минут все это вытереть, отполировать, и будет вообще огонь. Я же делать пока этого не буду. Сейчас я склею ящики в цельную конструкцию и уже повторное нанесение масла буду делать в собранном виде.
При установке направляющих третье отверстие должно быть на расстоянии 37 мм от края. В принципе, можно крепить в любые отверстия, но нужно помнить вот это расстояние. Я опираю направляющие прямо на полку. С обратной стороны ящика обязательно нужно просверлить отверстие диаметром 5-6 мм. Для фиксации направляющей, видите, есть такой шип, и он будет заходить в отверстие и фиксировать ящик, не давать двигаться вверх-вниз. Разметить отверстие очень просто. Направляющая одевается на боковину, подводится и чем-то ударяете. И остается след, в этом месте сверлите отверстие. Вот и все. В передней части ящика нужно установить фиксатор. Эта часть в плоскость с передней поверхностью ящика. А вот здесь небольшой зазорчик буквально в долю миллиметра. Фиксация очень простая. Все. Защелка надежно фиксирует направляющую впереди, ну а задний шип не дает ящику двигаться вверх-вниз. На направляющих этих также предусмотрена небольшая регулировка вверх-вниз уже после установки ящика вот этим колесиком. Демонтаж очень простой. Отгибается рычаг и просто снимается направляющая и вытаскивается ящик. Я перевернул тумбу, еще раз тянул ее струбциной очень мощной. И сейчас я протяну все нижние эксцентрики, потому что маленькой отверткой у меня их затянуть не получилось. Ну и заодно в основание тумбы нужно врезать резиновые ножки и также защитить от влаги масло. Чтобы тумба служила веками, я добавлю страховку шурупами. Для этого я изготовил самодельный кондуктор по типу крэк, распечатал на 3D принтере и выточил две бронзовые втулки. Вот так с обратной стороны выглядит. Отверстие сверлится под очень маленьким углом 15 градусов, чтобы скрыть шурупы. Под эти цели специально переточил сверло 10 мм. Крепить буду вот такими саморезами. Самое главное здесь, чтобы шляпка внизу была плоская. Если будет под конус, то дерево либо фанера просто лопнет в этом месте. В душе я перфекционист, и чтобы не портить вид, спрячем отверстие. Выточил на токарном деревянные чопики из того же американского ореха. Вклею на ПВА, а когда высохнет, лишнее срежу и зачищу. Резиновые ножки я утопил, опять же, чтобы не портить вид. А так у нас получится минимальный зазор между полом и тумбой. Зашпаклевал, зачистил и покрасил маслом. Выглядит вот так. Есть, конечно, небольшие недочеты, но учитывая, что это низ тумбы, то меня устраивает. Нужно, конечно, еще попрактиковаться. Почему-то у меня вот здесь вот немножко сверло разбивает больше, чем нужно.
Есть, наконец-таки готово. Олег, можешь приезжать забирать. Есть. Наконец-таки еще один проект, долгожданный, не только мной. Мой друг Олег очень давно ждет, пока я ее доделаю. Наконец-таки он закончен. Долго думал, как ее назвать. Из-за своей массивности, прочности, лаконичности. Другого названия просто не может быть. Это мужская тумба. Настоящая мужская тумба, бэйби. Есть. Ну и как обещал, немножко вам расскажу про расчет ящиков. Как же их рассчитывать? Во всех своих мебельных проектах я использую направляющие преимущественно вот этой фирмы немецкой Hettich. Это направляющий Silent System плавного закрывания. Ну вы видели, есть еще система Push to Open, когда при нажатии ящик выскакивает, но закрывать вам нужно самим. А в данном случае вы открываете сами, но ящик сам плавно закрывается. Минимальный размер направляющих 250 мм. И дальше идет кратное увеличение 50, максимально 600 мм возможно. В принципе, любой расчет мебели, которую я делаю, я начинаю с выбора направляющих. В данном случае 350 мм. И теперь нужно рассчитать нишу. Глубина ниши под выдвижные ящики должна быть на 20 мм больше. То есть 370 мм. Ну а дальше уже произвольно вы выбираете ширину ниши под ящик и высоту, какая вам нужна. И дальше можно уже приступать к расчету самого ящика. Ну а дальше ничего сложного. Высоту ящика я всегда делаю на 30 мм меньше, чем ниша. Длина боковины должна быть на 5 мм меньше, чем номинальная длина направляющей. 350 минус 5, 345 мм. И остается расчет передней и задней стенки. Чтобы вычислить длину, нужно от размера ниши отнять 40 мм. Ну а высоту сделать на 22 мм меньше, чем боковины. И дальше рассчитывается дно. Я рассчитываю так, чтобы дно заходило на 5 мм в боковины. Я делал пазы, вы видели. А к передней и задней стенке дно просто прикручивается на саморезы. Но потом я их выкручиваю и декоративно заделываю отверстия. Вот и все. Все расчеты под фурнитуру я беру из вот такого каталога Hettich. Мне его подарили, когда я серьезно занимался мебелью. Сейчас уже не так, конечно, занимаюсь. В любом случае в интернете должны быть в электронном виде такие каталоги. Если что-то непонятное я объяснил, можно поискать, найти. Если я найду, я обязательно оставлю ссылку в описании. Если кто-то из вас, ребят, найдет такие каталоги, тоже, пожалуйста, оставляйте ссылки. Всем будет полезно. Ребят, вы только посмотрите, какая роскошь появилась у меня в мастерской. Какая коллекция мотоциклов. Я даже не знаю, если бы мне такая коллекция появилась в детстве, что бы со мной случилось в эмоциональном плане. Кстати, все эти мотоциклы, всю эту коллекцию мне подарил как раз таки Олег, которому я и делаю вот эту замечательную, красивую, лаконичную мужскую тумбу. Теперь даже и отдавать ее не хочется владельцу, потому что, ну, по-моему, эта коллекция здесь очень хорошо смотрится. Ну, придется себе сделать такую же. Либо я сделаю в мастерской красивую стенку, красивую полку, и эта коллекция обязательно будет стоять и красоваться, и радовать мои глаза, а может быть и ваши. Ну что я могу сказать, Олежка, огромное тебе спасибо. Это просто какая-то детская радость у меня сейчас. Самая настоящая детская радость. Постарался навести для вас красоту, ну, насколько это возможно у меня в мастерской, чтобы закончить видео на красивой ноте. Как вам, ребят, тумба? По-моему, очень классно получилось. Просто обожаю мебель в таком стиле лаконичном. Я не люблю ручки всякие, вензеля, резную мебель. Мне нравится вот такой стиль.
Обожаю его просто. Надеюсь, вы заметили, ребят, что я стараюсь все свои проекты сделать не только качественными, практичными, но еще как можно более эстетичными и красивыми. Очень люблю красивые вещи, но также и стараюсь, чтобы видео им соответствовали. То есть каждое видео я стараюсь повышать качество съемки, пытаюсь добавить качество звука, света. Но, к сожалению, сейчас я уткнулся в определенный потолок. Я снимаю на телефон, как бы это странно ни звучало, но сейчас максимальное качество, которого я могу добиться, позволяет мне сделать телефон. Сейчас я его покажу. Это Samsung S10e. Я его покупал за свои деньги. Вот так выглядит моя киносъемочная аппаратура пока на данный момент. Вот такая простая конструкция. У меня есть штанга. Я креплю камеру к ней. Ну и настраиваю, как мне нужно, регулирую. Когда я снимаю токарный станок, там у меня свое приспособление. Вот так все это дело выглядит. Ну и запись звука идет на петличный микрофон. Качество, в принципе, более-менее. В последнее время, друзья, канал стал очень динамично развиваться. Число подписчиков уже превысило 100 тысяч. Когда-то мне казалось это вообще недосягаемой цифрой, но на данный момент уже даже больше 160 тысяч нас. В связи с этим мне хочется еще более качественные видео снимать, еще больше повысить качество. Для этого я хочу приобрести уже профессиональную фото-видеокамеру. Я мечтаю, очень давно мечтаю о полнокадровой камере Sony A7 III. Стоит она на данный момент около 160 тысяч рублей. Вы сами понимаете, что такую сумму я буду копить ну просто очень долго. Это какие-то непосильные деньги для меня пока. Тем более, что свою мастерскую я еще не выкупил. Я на нее также коплю. Я ее снимаю за 3000 рублей в месяц. Как же я мог забыть выставить сверло такое красивое? В общем, ребят, собрал я всю красоту, последние самые красивые проекты для вас, чтобы красиво закончить видео. Вот так вот. Свет опять выключили. Кстати, это хорошая возможность показать вам, как снимает моя камера, телефон при таком освещении. Ну, как вы видите, картинка очень сильно шумит, качества практически никакого нет. А хотелось бы снимать светильнички в мега качестве. Ну, это максимум, на что способна моя камера пока. В общем, ребятки, кто захочет помочь немного в развитии канала, в приобретении данной камеры, я свои реквизиты оставлю под видео в закрепленном комментарии. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока, друзья. До скорых встреч, скоро увидимся. Ай, красота. Пойду отдыхать. Есть, наконец-таки готово.